Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео вторая часть по вязанию бабочки крючком. Если вдруг вы не видели первую часть, переходите в описание под видео, там есть ссылочка. В первой части я рассказала, какие необходимы материалы и инструменты для создания такой бабочки. Также в первой части мы с вами уже связали ножки. Вот так они выглядят. Вяжутся ножки одинаково. И мы связали бабочки-ручки. Сейчас же продолжим вязать дальше. Свяжем фактурное тельце. Будем вязать из пряжи травка крючком 4 мм. И свяжем основу головы. Она идет полностью белым цветом. А вот шапочку, верхнюю часть персикового цвета, усики и крылышки будем вязать уже в третьей части. Так что сейчас переходим к телу. Всем приятного вязания! Берем ножки. Ручки пока что откладываем в сторону, начинаем вязание с ног. Вяжем справа налево за передние полупетельки, как мы вязали с вами коленки. Вяжем сначала по передней стороне, где у нас носочки, потом разворачиваемся и вяжем уже со стороны пяточек за оставленные полупетли задние. Так, берем первую ножку, захватываем полупетельку, крючок у нас 2 мм, про свои 2,25 я рассказывала в первой части. Берем пряжу травку и вяжем воздушную петлю. Это первый столбик считается. Дальше вяжем второй. Вяжем немного свободно, потому что потом будем переходить на крючок 4 мм, чтобы это было не так сложно. Третий. Четвертый. Скорее всего, видно будет не очень хорошо из этой пряжи, поэтому я советую вам записать схему где-нибудь на листочке, чтобы вы потом могли вязать и ориентироваться на схему. И заодно писать, сколько рядов провязали. Так, мы сейчас провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик. Седьмой. И вот здесь в уголочке еще есть 8. Вот так выглядит 8 полустолбиков. Вот так это выглядит с обратной стороны. Вот у нас остались еще полупетли. Теперь берем вторую ножку и также дальше продолжаем вязать 8 столбиков без накида за передние полупетли второй ножки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик без накида. Вот что получается. Разворачиваем вязание по второй стороне. Вяжем также по 8 столбиков без накида на каждую ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, 8, ну вот, спрятался в самом начале. Первый.
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, точно ничего вам не видно, конечно, восьмой. Все, переходим на вторую ножку. Снова 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и восьмой. Все, мы закончили этот первый ряд крючком 2 миллиметра. Пока что больше, конечно, похоже на страуса, но не обращайте внимания. Вы видели, что потом это станет прекрасная бабочка. Теперь на этом этапе я отмечаю последний столбик. Можете отметить первый столбик, знаю то, что некоторые наоборот так делают. Я всегда отмечаю последний столбик в ряду, мне так удобнее. И я сразу же здесь эту ниточку завяжу, чтобы никуда не убежала. Отмечать обязательно, потому что сейчас будем петли вязать и каждую просчитывать. Переходим на крючок 4 миллиметра. И начинаем вязать второй ряд. 2 столбика без накида, убавка. И так мы повторяем 8 раз. Первый столбик. Второй. Убавку я вяжу вот таким образом. Вот вытянула 3 петли у меня на крючке, провязываю их вместе. Потому что за переднюю полупетлю, мне кажется, здесь невозможно сделать. Все, снова вяжем первый столбик, второй и убавка. Два раза провязали. Дальше вяжем первый столбик. Они хорошо ощущаются на ощупь, эти столбики. Второй, убавка. Еще раз. Четвертый, первый столбик, второй, убавка. Все, 4 раза провязали, разворачиваемся на другую сторону, вяжем еще 4 раза. Первый столбик, второй, убавка. Первый столбик,
второй, второй, убавка. И еще два раза. Первый столбик, второй, убавка и заключительный раз. Первый столбик, второй, убавка. У нас сейчас получилось по кругу 24 столбика без накида. Вот эти ниточки можно связать и чуть покороче обрезать, чтобы они не мешались. Ножки, смотрите, у меня тоже разъезжаются. Вдруг вас удивит то, что они так. Это нормально. Сейчас мы провяжем еще пару рядочков. Вязание немножко выровняется. И потом мы исправим эту ситуацию с ножками. Будут нормально. Вяжем третий ряд. Провязываем 24 столбика без накида. Каждый столбик считаем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот чтобы знать, не провязали ли вы лишний или наоборот меньше, ориентируйтесь так. Вот у нас 24 столбика. Получается по 6 столбиков на каждую ножку приходится. Вот 6 провязали, вязание посередине. Значит, пока все идет по плану. Нигде ничего не потеряли, лишнего не провязали. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы закончили первую сторону. Пока что тоже, значит, все сходится. 13, 14, 15, 16, 17, 18 столбик, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Провязали 3 ряда. Вяжем 4 ряд. Убавка, 4 столбика без накида. Повторяем так 4 раза. Убавка. 1, 2, 3, 4. Второй раз. Убавка. 1, 2, 3, 4. Третий раз вяжем. Убавка. 1, 2, 3, 4. И 4 раз вяжем. Убавка. 1, 2, 3, 4. Провязали этот ряд. Получилось у нас 20 столбиков. 4 ряда. Следующий 5 и 6 ряд провязываем по 20 столбиков без накида. Также ориентируемся. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, и мы на середине. Так, закончили эти ряды. Теперь давайте поправим немного ножки. Здесь все очень просто. Я беру иглу, нить цвета ножек, ввожу изнутри
выводим. Здесь оставляем хвостик. Захватываю стежок на ножке и обратно ввожу иголку во внутреннюю часть. Отступаю. Также проделываю со второй стороны. Тут, я думаю, вы уже поняли, да, что мы сейчас просто подтянем их вовнутрь. Все, игла больше не понадобится. Теперь завязываем, подтягиваем между собой ножки друг к другу и хорошенько завязываем. Вот так. Вот такая небольшая хитрость. Но зато они уже не будут торчать в разные стороны. Даже если вам кажется, что ножки не разъезжаются, можно все равно так сделать на всякий случай. Так, сейчас это гораздо легче исправить. Вот что у нас получается. Вяжем дальше. Провязываем убавка 8 столбиков 2 раза. Убавка. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова вяжем убавку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий ряд 8. Вяжем 18 столбиков без накида. Первый, второй, 17 и 18 столбик. В 9 ряду провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. Семь столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем убавку. И еще 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. Следующий ряд 10. Провязываем 16 столбиков без накида. Первый, 15 и 16 столбик. Вот что у нас получилось. Добавляем наполнитель. Наполнителя я добавляю немного, так как полотно у нас плотное, хорошо само держит форму, поэтому слишком много наполнителя я не добавляю. Чтобы оно так вширь не распиралось, добавляйте с учетом того, чтобы наполнитель уходил больше в бока, чем в живот и в спинку. Добавили наполнитель. В следующем 11 ряду мы ввязываем ручки. Смотрите на их расположение. Сейчас ввязываем внутреннюю часть ручки. Получается 1 столбик у нас приходится на ручку, 7 между, еще 1 столбик на ручку и 7 столбиков на спинке. У меня вязание роз закончилось ровно так, что
один столбик ручки у меня будет как раз параллельно ножке. Если у вас вязание сместилось в сторону, провязывайте дополнительные столбики. Берем крючок 2 миллиметра, чтобы было удобнее ввязывать. Берем первую ручку и обратите внимание, с какой стороны заканчивалось вязание. Вот здесь пальчик перед нами, вязание заканчивается с правой стороны. Значит, оставляем эту ручку, берем вторую. Надо, чтобы вязание заканчивалось вовнутрь. И как раз вот в эту петлю, где был соединительный столбик, мы вяжем эту ручку. Захватываем петлю на ручке, пальчик смотрит вперед, и захватываем столбик на туловище. Провязываем их вместе. Теперь можно взять опять крючок, если хотите, 4 миллиметра, и вяжем 7 столбиков по туловищу. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Снова переходим к крючку 2 миллиметра. Берем вторую ручку. Также захватываем столбик на ручке и столбик на туловище. Провязываем их вместе. Вот эти оставшиеся петли мы пока не трогаем. Их будем вязывать в следующем ряду. Все, и вяжем крючком 4 миллиметра оставшиеся 7 столбиков на спинке. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Пока что это выглядит вот так. Теперь нам нужно с вами подготовить проволоку. Измеряем длину, которая нам нужна на ручку. И нужно, чтобы еще длины проволоки хватило немножечко ее обмотать вокруг основной части, которая идет от туловища в голову. Примерно на вот таком расстоянии я ее обрезаю. Вот у меня получается вот такая длина проволоки для ручки. Вот этот один краешек сейчас мы еще подогнем, чтобы он не оставался вот таким остреньким. И теперь обматываем лейкопластырем примерно до вот этой части. Чтобы вот эта часть у нас осталась свободная, мы ее обмотаем вокруг основной проволоки. Подготавливаем 2 таких. Основную часть я уже сделала, она чуть короче, чем мы сделали длину для ручки. Не намного. В общем, примерно вот так она располагается. Вот эта часть уходит в туловище, вот эта часть уходит в голову. Вставляем проволоку. Все, подготавливаем также проволоку для ручек. Обматываем. Вот так это выглядит. Подготовили и пока что оставляем. Хотите, можно вставить сейчас, когда это наиболее удобно сделать, но потом будет неудобно обвязывать вот этот ряд ручек. Поэтому я пока их отложу в сторону, свяжу еще один ряд и потом уже вставлю проволоку в ручки. У нас на ручке идет всего 10 столбиков. Один мы провязали в предыдущем ряду. Теперь, получается, осталось 9 столбиков свободных. Сейчас будем провязывать только 8 столбиков, и то это будет в виде убавок. Первый самый столбик я пропускаю. Я проверяла на прошлой бабочке, никакой потом дырочки не видно. Вот видите, самый первый столбик, мы его не трогаем. Начинаем вязать со второго. И вяжем, захватывая как будто бы убавку.
первую полупетлю и вторую. Вот таким образом. Вяжем первый столбик. Дальше захватываем следующий. Таким же способом, будто вяжем убавку. Второй столбик. Третий. И четвертый. Получается, мы сейчас на ручке провязали 4 столбика. Дальше вяжем по туловищу. Можно перейти на крючок 4 миллиметра. Ну, я также провяжу сейчас 2, размером 2 миллиметра. По передней части провязываем. У нас также 7 столбиков осталось. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Снова привязываем здесь с первого столбика. Получается, один я пропускаю именно со стороны спинки. Первый столбик. Второй. Третий. И четвертый. Провязываем по спинке теперь 7 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и седьмой столбик. Останется у нас всего лишь один ряд провязать такой фактурной пряжи. А сейчас мы вставляем проволоку в ручки. Вставляйте ее прям до конца, там, где даже был наполнитель. Вот здесь вот немножко так разъединяйте наполнитель, чтобы проволока туда хорошо села. Все, проволоку вставили и обматываем ее вокруг основной. То же самое проделываем со второй стороны.
Теперь вот эту часть, где мы только что намотали еще проволоку, также обматываем лейкопластырем и продолжаем вязать дальше. У меня, к сожалению, как обычно это бывает, на самом интересном месте у меня лейкопластырь просто-напросто закончился. В аптеку за новым мне бежать далеко, и чтобы не прерывать сильно мастер-класс, я пока что оставлю это вот так. Просто добавлю побольше наполнителя. Так, продолжаем вязать последний ряд. Берем крючок 4 миллиметра и провязываем один столбик без накида, убавка, девять столбиков, получается 1 ручка, 7 тела, еще 1 ручка, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, убавка, и довязываем до конца ряда 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Все, я вас поздравляю, мы закончили самую сложную часть вязания. Это вот это тельце из фактурной пряжи. Теперь берем крючок 2 миллиметра, 4 убираем в сторону, он уже нам больше в этом мастер-классе не понадобится. Последний столбик 13 ряда не довязываем до конца. Оставляем 2 петли на крючке, берем пряжу, которой мы вязали ножки, ручки, основную вот эту тоненькую, присоединяем нить, довязывая столбик. И следующий ряд, 14, провязываем 20 столбиков без накида. Будут мешаться, конечно, эти волосики. Первый, второй, третий. Я думаю, вам видно, да, что я делаю? Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. Вот так это пока что смотрится не очень симпатично. Обрезаем нить, травку. Так, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17, 18, 19 и 20. Все, ниточку пока вытягиваем, и теперь хорошенечко добавляем наполнитель. Провязали, сейчас получается 14 рядов. Следующий ряд 15, провязываем 2 столбика без накида убавка. Повторяем так 5 раз. Вяжем уже плотно, чтобы не оставалось расстояния между столбиками. Так, второй столбик, теперь убавку. Убавку я уже делаю за передние полупетельки, как обычно, когда вяжем из хлопка, полухлопка. Так, убавку провязали. Снова первый столбик. Второй. Убавка. Первый столбик. Второй. Убавка. Первый. Второй. Убавка. И еще один раз. Первый столбик. Второй. Убавка. Все провязали, получилось 15 столбиков. Добавляем наполнитель и вяжем следующий ряд. 16, провязываем 15 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Вот эти волоски, которые попали в предыдущем ряду, можно просто вытащить с помощью иголочки, которые от пряжи травки. В общем, посидеть, повытаскивать, если они вам прям не нравятся, то, что они так торчат. Тут некрасиво. А еще потом, после того, как довяжем шею, можно вот эти волоски, которые близко к голове, подстричь. Я, например, сделала так на первой бабочке. Вот видите, они у меня вот здесь везде все пушистое, также осталось, а вот здесь верхушечка у меня подстриженная, потому что иначе они лезли в голову и не видно было шейку. Если хотите, может даже на этом этапе сейчас обстричь, чтобы потом ничего не мешало. Добавили еще наполнитель. Следующий ряд 17, провязываем 3 столбика без накида. Первый. Второй.
третий и убавка. Так повторяем еще 2 раза до конца ряда. В итоге у нас получится 12 столбиков. После того, как провяжете этот ряд, следующий 18 и 19, получается 2 ряда, провяжите по 12 столбиков без накида. Вот так выглядит тело готовое. Теперь мы последний столбик 19 ряда не довязываем. Оставляем на крючке 2 петли. Нить персикового цвета обрезаем, она нам больше не понадобится. Присоединяем нить белого цвета и будем вязать голову. Считать уже будем первый ряд, второй, третий и так далее. Первый ряд будет хорошо заметен, потому что он состоит из прибавок. Получается, вяжем ряд 12 прибавок подряд. В каждый столбик по 2. Первая прибавка. Вторая и так далее до конца ряда. Провязали, получилось 24 столбика. Следующий ряд второй, вяжем 1 столбик без накида. Прибавка, повторяем так 12 раз. В итоге получится 36 столбиков. Провязали. В третьем ряду провязываем 2 столбика без накида прибавка, также 12 раз. Первый столбик. Второй и прибавка. Вяжем так до конца ряда, получится 48 столбиков. Провязали третий ряд. В четвертом ряду вяжем 3 столбика без накида прибавка, повторяем так 12 раз. Первый столбик. Второй. Третий. И прибавка. Вяжем так до конца ряда. И в итоге у нас получится 60 столбиков в ряду. Провязали. В следующем пятом ряду провязываем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Неудобно, конечно, с проволокой вязать на камеру. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и провязываем прибавку. Так повторяем еще 5 раз. Не в ту петлю. Так повторяем еще 5 раз до конца ряда. И в итоге у нас должно получиться 66 столбиков без накида. После того, как провяжете этот ряд, следующий 6, 7 и 8, получается 3 ряда, провяжите по 66 столбиков без накида. Провязали эти 3 ряда. Следующий ряд вяжем 9. В ряду у нас будут делаться убавки под щечки. Получается сбоку убавки и посередине 5 столбиков. Выравнивайте, чтобы они находились ровно там, где нужно. Если что, провязывайте больше столбиков в начале или меньше. 18 столбиков без накида. Первый, второй и 18 столбик. Дальше вяжем 1 столбик без накида, убавка, повторяем так 4 раза. Первый уже провязали,
Второй раз вяжем столбик без накида. Убавка. Третий раз вяжем столбик без накида. Убавка. И четвертый раз вяжем столбик и убавка. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И снова вяжем убавка 1 столбик без накида 4 раза. Убавка. Раз. Убавка. 2. Убавка. 3. И четвертый раз. Убавка. 4. Дальше довязываем оставшиеся до конца ряда столбики без накида. У меня получается... Так, убавка 4 мы провязали. У меня получается 19 столбиков. Довязываем этот ряд до конца. И дальше с 10 по 19 ряд, получается всего 10 рядов, вяжем по 58 столбиков без накида. Так, голова сейчас немножко заворачивается, но потом, когда мы добавим наполнитель, все будет ровненько. Провязали 10 рядов. Теперь устанавливаем глазки. Они располагаются между 12 и 13 рядом. И расстояние между 9 столбиков. Глазки поставили. Хорошенько наполните шею, чтобы здесь не чувствовалась проволока, а был наполнитель. И дальше продолжаем вязать следующий ряд, 20. Провязываем 13 столбиков без накида. Первый, второй, 11, 12, 13 и вяжем убавку. Дальше вяжем 12 столбиков без накида. Первый, второй, 11 и 12. Снова вяжем убавку. Вяжем так еще один раз. То есть повторяем 13 столбиков без накида убавка, 12 столбиков без накида убавка до конца ряда. В итоге у нас получается 54 столбика без накида. Провязали следующий ряд, 21. Вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем убавку. Повторяем так до конца ряда еще 5 раз. И в итоге у нас получится 48 столбиков. 22 ряд вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда еще 5 раз. В итоге получается 42 столбика. В 23 ряду провязываем 5 столбиков. Первый,
второй, третий, четвертый, пятый и вяжем убавку. Также провязываем до конца ряда. Получается в итоге у нас 36 столбиков. В 24 ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда. Получается у нас в итоге 30 столбиков. После этого ряда уже можно добавлять наполнитель, полностью формируя голову. Особое внимание уделяйте щечкам, чтобы здесь не оставались вот таких вмятин, чтобы она была полностью вся круглая и ровная. Наполнили голову. В отличие от ножек, которые наполняли слегка, не сильно, они прям такие мягенькие. Голову я наполняю плотно, она у меня прям крепко так набита. Хорошо держит форму, у нее есть щечки выровненные, видите, нигде нет вмятин. В общем, хорошая получается форма. Вяжем следующий ряд, 25, провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, первый, второй, третий и вяжем убавку. Провязываем так до конца ряда. В итоге у нас получится 24 столбика. Провязали. В 26 ряду вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй и провязываем убавку. Также вяжем до конца ряда. Получается в итоге 18 столбиков. В 27 ряду вяжем 1 столбик без накида. Убавка. Также вяжем до конца ряда. Получается в итоге 12 столбиков. Добавляем еще наполнитель в макушку головы и провязываем заключительный ряд. 28. Вяжем подряд 6 убавок. Первая. Вторая. И 6-я убавка. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Воздушную петлю и ниточку вытягиваем. Оставляем подлиннее. Сейчас будем ей стягивать оставшееся отверстие. Берем иглу, вводим ее с наружной стороны во внутреннюю, захватывая переднюю полупетлю. Подтягивайте сразу ниточку. Дальше в следующую, точно таким же образом. И так захватываем все 6 оставшихся полупетелек. 4-я, 5-я, 6-я. Все хорошо затягиваем, вводим иглу в середину. И так как у нас сверху будет шапочка, не знаю, как ее по-другому еще правильно назвать, поэтому я свободно вывожу хвостик сзади головы, здесь обхватываю столбик и делаю узел.
Все, голова готова. Вот такая получилась макушка. Дальше, по желанию, вот эту часть мы подстригаем. Нужно делать это хорошими, остренькими ножницами. Но у меня таких нет, поэтому приходится вот так мучиться. В общем, если хотите, можете оставить как есть. Но я думаю, симпатичнее будет, если вот эту часть слегка подстричь. Нижнюю часть я уже оставляю как есть. На этом все. У нас готова основа бабочки. В следующей части мы оформим ей личико, свяжем крылышки, свяжем усики. В общем, доделаем все остальное. До встречи в третьей части.